Вітаю вас! Я Світлана, і я запрошую до мене у гості в мій садок. Сьогодні розповім вам про красу неймовірну. В прошлом видео попали в кадр вот эти махровые лилии, когда я рассказывала про гортензии. Поэтому сегодня тема видео определена: мои махровые лилии. Полюбуемся сортами, не всеми. И я покажу вам, насколько они великолепны. Может быть, вы выберете что-то для себя. Идемте, будет очень красиво. Первая лилия, о которой я хотела рассказать, это лилия из серии Rose Lily, Талиса. Такая красивая, яркая она была в прошлом году. Почему я начала с видео прошлого года? Потому что в этом году все лилии очень плохо перенесли жару. Наверное, не только у меня, у вас также. Я их покажу, но цвет совершенно отличается. Их даже не узнать. Так вот, лилия Rose Lily Талиса имеет высоту метр 10. Несколько рядов лепестков заостренных с белой каймой, а по центру малиновая полоса и небольшой краб. Вот такая она была в прошлом году. А в этом году ее не узнать. Белая полоса по краю намного шире, краб проявился четче. Видите, такие темные, как бусинки, лежат. Лилия наросла не сильно в этом году. Ну вот, в зависимости от того, сколько солнышка и какой температуры на нее попадает, зависит и цвет лилий. Имейте это в виду. Вообще все махровые лилии могут расти в ажурной полутени, им там даже лучше. На одном побеге до 3-6 бутонов. Если ей понравится, бутонов, конечно же, будет больше. В этом году 3 лилии я срезала на стадии бутонов, чтобы в букеты забрать, потому что температура у нас была 43 градуса. Ну, лилии справились, скажу вам так, средне хорошо. Талиса, к сожалению, не лучше остальных. Она тут растет на полном солнце. Слегка ароматно. У всех махровых лилий, хотела обратить ваше внимание, не сильно много появляется деток. То есть вот она у меня 2-й год растет, и только 2 маленькие стрелочки такие выпустила. Ну и следующая лилия из этой же серии Rose Lily Sita. Я их посадила возле своих пирамидалисов, и тут немножко больше им было тени. Это 1-й год ее цветения. Смотрите, как много бутонов. Высота этой лилии 80 сантиметров или 1,10 м. Белая с такой лимонной полосой по центру лепестка. Но мне кажется, если бы лето было не такое жаркое, эта лимонная часть была бы более яркая. Не желтая, а именно лимонная. Аромат слабый, как у всех лилий, но очень приятный. Вечером ощутим аромат лучше. Краб небольшой по лепесточкам. Видите, такой темно-бордовый. Около 18 самих лепестков в бутоне. Легко гофрированный краешек такой. Пыльцы и пыльников у нее нету вообще. У всех, нет, не у всех, у большинства лилий из этой серии, я сейчас припомнила, есть тычинки. А у этой, видите, нету.
цветут, как я хотела сказать, махровые лилии, все довольно долго, постепенно вот эти бутоны раскрываются. Видите, как их много. А роуз лили сита ярко украшает вот эту мою клумбу между пирамидалисами и смарагдами. Цветок очень большой, где-то до 20-22 сантиметров в диаметре. В ладошку не помещается. Крайне сильно гофрированный, чуть-чуть, как у всех лилий из этой серии. Но мне особо нравится вот эта лимонная полоса по центру. И мне кажется, что она немного выше своей предыдущей знакомой. Сорт морозостойкий. Все вот эти лилии роуз лили до минус 30 градусов. Ну, а в этой же клумбе у меня растет лилия роуз лили Саманта. Смотрите, если вы подумаете, что она похожа на Талису, в чем же у них разница? Талиса более малиновая, Саманта немного с краснотой у нее сам цветок и более широкая белая полоса по краю лепестка. И когда бутон раскрывается, бутон вообще как белый. А потом, когда раскрывают лепестки, в центре малиново-красный. Но белого будет опять же меньше на следующий год, если температура нам позволит полюбоваться их цветением. И больше ярких оттенков. Очень много лепестков, смотрите как. Эта лилия немножко меньше, где-то 70-90 сантиметров до метра. Ну и цветок, соответственно, немножко меньше, чем у сита и талиса. Где-то до 20, 18-20. Морозостойкость, как и у предыдущих сестер, хорошая. Все лилии этой серии отлично переживают замульчированную землю и зиму переживают хорошо. Красивый белый край, как такой большой, как на розу даже похоже. Роуз лили название. И очень красиво на фоне салатового хвойного вот этого моего растения Туя пирамидалис. Какие обработки я провожу? От лилейного жука я их, конечно же, обрабатываю, потому что позапрошлом году он мне много шороху в саду наделал, скажем так. Бутоны большие, бутонов много. Вот это ее первое цветение. Смотрите. Вот вам и разница. Посажена в небольшой ажурной тени от вот этих хвойных и цветет намного лучше, чем талиса, посаженная на полном солнце. Ну и следующая лилия. Красивенная. Растет у меня второй год уже. Роуз лили Аннушка. Да-да, это она. Вот это розовая лилия. В этом году все цветы выгорели в белый цвет. И розовинка только на самых нижних лепесточках. А так их даже и сравнить, как будто разные сорта. У меня дала она уже 3 маленьких детки. Я их даже отсадила, но они, конечно, не отцвели. Почему отсадила? Потому что роза Шнейвальцер немножко там мешает ей расти. Через год, наверное, я лилии оттуда немножко смещу в сторону. Очень похож у нее цветок на бутон, на цветок лотоса. Особенно красиво в каплях дождя. Краешек тоже слегка гофрированный. Вот это прошлого года съемки. У нее белая полоса вообще по центру лепестка должна быть. В этом году полностью белый. Немножко розовинка. Держит достаточно хорошо. Стебель, такие большие бутоны. Видите, в этом году Аннушка более-менее нормально не сбросила свои бутоны. Я поливала, конечно, лилии, но аномальные температуры
сыграли не на руку именно лилиям. И именно те, которые цвели в июле. Эти лилии самые позже всех цветут, махровые. Уже видите, ванила фрейс на заднем плане даже цвет начала менять, а лилии только распустились. Полив лилии любят, удобрения любят. Подкормки перед цветением плантафол 10-54-10. Ну а сейчас вот осенью я их золой все лилии присыпала немножко и торфом нейтральным замульчировала. Такие красивые с двух сторон тут посажены. Ну и серия лилий Lucky Angel. Эта лилия довольно необычная, махровая. У нее более остренькие лепесточки. Немножко, видите, в самом центре видоизмененные, такие как раздвоенные, расстроенные. И вот у нее тычинки есть. Я вспоминала точно, на какой-то лилии есть тычинки. Это серия лилий Lucky. Тоже краб небольшой, слегка-слегка гофрированный край. Высота этой лилии довольно большая. Метр 20. Растут у меня первый год. Еще одна лилия из этой же серии есть, сейчас расскажу. У нее более светлее лист, видите, как салатовый сам стебель и лист. Мне кажется, она не такой широкий сам лепесток цветка имеет. Лилия ароматна. А вы знаете, как сделать, чтобы лилия не сильно пахла? Если вы хотите ее в букетах, вот эти тычинки надо просто удалить. Ну, у меня они растут на улице. Аромат по саду стоит, конечно же, обворожительный. И если меня спросят, какая лилия из махровых мне нравится больше всех, я даже и не смогу ответить. Мне кажется, в этом году лилии показали себя не так, как могли бы. Хотя вот эта лилия Lucky Angel мне очень понравилась. Первое цветение. Смотрите, какой большой цветок. У нее цветы 20-22 сантиметра. Большие. Получается, солнце она выдерживает лучше. Я не знаю, как можно в саду обойтись без таких красивых цветов. Большие лепестки у нее. А вот это она только-только раскрывается. Я почему-то думала, что она будет вообще белая какая-то. А нет, потом порозовела. И вот такая вторая лилия Lucky Queen. Она более малиновая. Сбросила у меня все бутоны из-за температуры. Жалко, но будем любоваться в следующем году. У меня есть еще махровые лилии серии Lotus, Lotus Joy, Breeze, Elegance, но снимала, к сожалению, я их очень мало. Поэтому по каждому сорту отдельно буду делать уже в следующем году. Будем любоваться цветением этих махровых лилий уже в следующем году. Белая вот какая-то. У белой я даже не помню, честно говоря, сорт какой был. Если вам лилии нравятся, можно посмотреть. У меня на канале есть цветение ранних лилий. Видео. Там очень красивые сорта, конечно. Вот немножко я показываю. Посмотрите, интересно. Там и по сортам подписано, можно выбрать. И свои впечатления от лилий я рассказываю, какие где у меня растут. Лето уже хочется, да? Я уже жду, когда новые какие-то сорта лилий появятся в каталогах, чтобы заказать себе. Заказываю всегда каперсами по несколько штук, чтобы букетами сажать. Ну все, на сегодня такое небольшое видео красивое. Жду вас в гости в свой сад совсем скоро, через несколько дней. Всего хорошего!